После длительного затишья с момента августа в игре наконец-то появились новые модельки для будущих эпических игроков с обновлением до версии 5.1.0. Большинство из них это все те же самые игроки, которых мы некогда наблюдали, будь то в эпических или даже бигтаймовских паках. Как бы то ни было, исходя из моделек, нас ожидают совсем другие версии уже знакомых нам футболистов, поэтому давайте обсудим их поподробнее. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. И начать мне хотелось бы с Луиса Суареса и Неймара, потому что, исходя из их моделек, это прям совершенно иные версии тех же самых футболистов, которых до этого мы в игре не наблюдали, тогда как у Луиса Суареса в принципе не так уж и много появлений в игре. По сути, один эпик из пака MSN и одна бигтаймовская карточка, тогда как при множествах карточек Неймара именно эту версию мы также не наблюдали, потому что этот Неймар, он блондинистый и, скорее всего, отсылается к сезону 16-17. Карточка из этого же сезона была в игре, это карточка бигтаймовская за матч с ПСЖ, но я так понимаю, что эта моделька отсылается к началу сезона, когда и Неймар, и Месси были блондинчиками. И вне зависимости от того, будет ли это эпическая или бигтаймовская карточка, хотя я не совсем понимаю, за что там давать бигтаймовскую карточку, в любом случае скорее интересен момент, какие именно скиллы добавят для этой версии. Будет ли это очередное появление пикирования Сокола или какая-нибудь связка Momentum Dribbling с Acceleration Burst, и именно об этом предлагаю вам погадать в комментариях под этим роликом. Тогда как Луис Суарес с высокой долей вероятности скорее всего отсылается к сезонам за Ливерпуль, потому что прическа немножко отличается от той, что у него была в период игры за Барселону, и в принципе оно тоже, по сути логично, учитывая, что две предыдущие карточки отсылались как раз таки к Барселоне и к одному из топовейших сезонов Суареса, а именно к сезону 14-15. Конечно же, куда же обойтись без любимого чешского игрока у Konami, и это не Коллер, и это не Павел Недвед, а Томаш Росицкий. Скорее всего, его следующее появление будет не намного сильнее его предыдущих, но с той лишь разницей, что после карточек за Арсенал, скорее всего, он появится как игрок Боруссии Дортмунд, которая получила лицензию в рамках eFootball 2026. Следующим таким же не самым сильным игроком среди эпиков можно назвать Объятие, которое появлялся в рамках раздаваемой кампании, и его карточку можно было заполучить либо за селективный контракт, либо выловить из соответствующего эпического пака. И если тогда это была более молодая версия, у которой еще были волосы, то эта версия отсылается к куда более поздним сезонам, когда Объятие играл по сути под ноль. А уж какой именно это сезон, там я не знаю, начало десятых, конец 2000-х, тут остается лишь угадывать на шару. Также интересен и Гарет Бейл, чья моделька лица явно говорит о том, что это молодая его версия, и скорее всего, конечно еще ничем и никем не подтверждено, но скорее всего это его молодая версия времен игры на позиции левого защитника, ведь если кто не помнит или банально забыл, свою карьеру Гарет Бейл начинал именно как фланговый защитник, не полузащитник, а именно защитник. И исходя из этого становится интересно, насколько сильной будет эта версия и будет ли она именно что за донат, потому что у нас в игре имеются куда более зрелые версии, тот же самый сезон 12-13 за Тоттенхэм, тот же самый сезон 17-18 бигтаймовская карточка за Мадридский Реал, и если делать молодую версию, около дебютную его версию с куда большим рейтингом, с куда большими цифрами, это будет выглядеть как минимум странно. С другой стороны, от Konami можно ожидать все, что угодно. Ну и также были обнаружены модельки некоторых азиатских игроков, которые нас, к счастью или к сожалению, интересуют не так сильно, и двое знакомых нам итальянцев. Это Франческо Тотти и Роберто Баджо. К сожалению, про них мне сказать особо нечего, потому что на первый взгляд я даже на шару определить не могу,
каким именно сезоном, каким именно игровым отрезком отсылаются эти модельки. Ну, исходя из модельки Баджо, это явно не молодая версия, поскольку версия за Фиорентину выглядит несколько иначе, и, может быть, это будет карточка за Ювентус. Тогда как Тотти, ну, скорее всего, это около поздняя его версия, конца 2000-х, начала 10-х. Но также явно не молодая версия, когда он был с длинными волосами. Ваше мнение по представленным моделькам я буду ждать в комментариях под этим роликом. Что думаете насчет новой версии Неймара, насколько сильной она будет, на какой позиции будет представлен молодой Гаррет Бейл, ну и так далее. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые, и услышимся с вами в следующих роликах. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!